Салют, друзья! С вами Армен, это гид гитарного звука, и в этом эпизоде вас ожидает обзор педали Flint V2 от компании Strymon. Поехали! Оригинальный Flint был выпущен больше 10 лет назад, и эта педаль 2 в 1, тремоло плюс реверб. Во второй версии, помимо общих обновлений, добавили два улучшения. Обновленный регулятор скорости тремоло, теперь оно может пульсировать значительно медленнее, чем в первой версии, и возможность регулировать параметр pre-delay для эффекта реверберации, но подробнее об этом чуть позже. Для получения дополнительной информации о новом ARM DSP чипе, входной схеме, основанной на JFET транзисторах, и других обновлениях модельного ряда, пожалуйста, посмотрите видео «Общий обзор серии Strymon V2». Далее предлагаю более подробно рассмотреть каждую сторону педали, а начнем с тремоло. Для управления предлагается два регулятора. Speed отвечает за скорость пульсации, а Intensity определяет ее глубину. Мини-свитч секции тремоло предлагает три варианта звучания эффекта. 61 Harm – это гармоническое тремоло с очень приятной модуляцией. 63 Tube – громкостное с более плавной пульсацией. А 65 Photo – тоже громкостное, но с более резкой, можно сказать, рубленой пульсацией. Для управления ревером предложено три ручки. Mix определяет соотношение чистого и обработанного сигнала с пропорцией 50/50 в положении регулятора на 3 часа. Decay определяет продолжительность хвостов, и Color определяет тональный окрас отражений, что очень полезно для получения сбалансированного звучания при использовании эффекта с разными усилителями. Если повернуть ручку против часовой, звук будет более темный, а по часовой более яркий. И мини-свитч данной секции предлагает три алгоритма. 60-е – это пружинный ревер, 70-е – плейт и 80-е – холл. Сейчас мы послушаем, как они звучат, но если вы не знакомы с этими видами реверберации и хотите узнать о них побольше, пожалуйста, посмотрите ролик «Курс молодого творца. Дилеи и реверы». Ссылку на него можно найти в описании. На задней панели педали расположены вход, на который можно завести не только моно, но и стереосигнал при помощи Y-образного кабеля. Стереовыход для моно просто используйте разъем Out-L. Разъем Expression MIDI для подключения педали экспрессии, MIDI контроллера или контроллеров от Strymon. И разъем USB-C. Он позволяет не только обновлять прошивку, но и подключать педаль к вашей DAW и контролировать эффекты через MIDI. Опять же,
Более подробную информацию по обновленным возможностям коммутации, MIDI и управлению эффектом через порт USB-C можно получить, посмотрев видео «Общий обзор серии Strymon V2». Ссылку на него можно найти в описании. Далее рассмотрим вторичные функции ручек управления, которые в инструкции называются Live Edit Mode. Чтобы в него перейти, необходимо нажать и удерживать кнопку включения ревера до момента, когда оба индикатора загорятся. Ручка Intensity становится регулятором выходной громкости для тремоло, который позволяет повысить или понизить ее на 3 дБ. Такую же функцию для ревера в режиме Live Edit Mode выполняет регулятор Mix. Ручка Speed становится контроллером Tap Division, который позволяет установить желаемое значение длительности для внешнего тап-темпа, с помощью которого можно управлять скоростью тремоло. Ручка Decay становится переключателем порядка эффектов. Если повернуть ее против часовой, сигнал будет проходить из ревера в тремоло, а по часовой из тремоло в ревер. И об этой функции я хотел бы рассказать чуть более подробно. По умолчанию педаль настроена так, что сигнал подается из ревера в тремоло. И мне звучание такого сочетания не очень понравилось, а вот когда я поменял порядок эффектов, новое звучание стало гораздо более приятным и музыкальным, на мой взгляд. Смысл в том, что отражения ревера как бы растушевывают резкие перепады громкостных пульсаций тремоло, и последние становятся более плавными и мягкими. Послушайте сами. Ручка Color становится регулятором Pre-Delay для эффекта реверберации, определяющим размер пространства, в которое погружается сигнал. Если повернуть ручку против часовой, пространство будет небольшое, а если по часовой, то сигнал может оказаться в центре огромного стадиона. Мини-переключатель Reverb становится переключателем MIDI Clock Sync, который определяет, будет ли флинт синхронизироваться со входящими сообщениями MIDI Clock. И мини-переключатель Tremolo становится конфигуратором разъема MIDI Expression, который определяет, будет ли флинт реагировать на него как на педаль экспрессии. А чтобы сохранить изменение настроек и выйти из режима Live Edit Mode, нужно просто нажать одну из кнопок включения эффекта. Для получения более подробной информации о режиме Live Edit Mode, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, оно того стоит. Далее рассмотрим режим Power Up Mode. Если нажать и удерживать кнопку Reverb On при подключении питания, функции управления поменяются следующим образом. Ручка Intensity становится регулятором входящего сигнала, который позволяет выбирать между инструментальным уровнем, оптимальным для гитары или баса, и линейным, который лучше подходит для клавишных или синтезаторов. Ручка Mix становится селектором режима Bypass, предлагающим две опции – True Bypass или Buffered Bypass. Если вы не знакомы с этими режимами, пожалуйста, посмотрите видео «Курс молодого творца Utility». Оно содержит главу про буферы, которая должна помочь разобраться. Ручка Decay становится регулятором Spillover Mode. При включении она позволяет обработанному сигналу, выбранного в данный момент пресета, перетекать в bypass или в следующий выбранный пресет. А если нажать и удерживать кнопку Tremolo On при подключении питания, ручка Mix становится конфигуратором разъема Expression MIDI на задней панели и позволяет назначить его функцию. Опять же, для получения более подробной информации о функционале режима Power Up Mode, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.
И перед заключением я расскажу о гитарной цепи, которую использовал для записи примеров звучания. От гитары сигнал идет на германиевый Fulltone OCD, затем Flint V2, а оттуда в чистый канал Mesa Boogie Mark III. Подключена голова к кабинету Mesa White Body, оснащенному одним 12-дюймовым динамиком Celestion Black Shadow. Звук кабинета снимается двумя микрофонами, динамическим Sennheiser E906 и ленточным Soundtronics Delta 2. Также для записи в линию я использовал Walrus Audio ACS-1, а для конфигурации Wet Dry Wet Shure ISO Line Out Box и GFI Stereo Cabs Use. В предыдущих эпизодах я высоко оценивал новый функционал и проделанную инженерами Strymon работу по модернизации модельного ряда. И в случае с Flint V2 мое мнение подтверждается. Хоть он и не получил дополнительного регулятора на передней панели или обновленных алгоритмов, как Blue Sky, который мы, кстати, посмотрим в следующем эпизоде, на мой взгляд, улучшения вернули полюбившиеся многим, но, честно говоря, немного устаревшие педали возможность конкурировать с современными эффектами на рынке, имея в виду улучшение совместимости с перегрузами и управление по MIDI. Новая версия предлагает исчерпывающее решение в области реверберации и тремоло, а широкий функционал способен удовлетворить даже самых требовательных и искушенных гитаристов. А если педаль Flint V2 от Strymon Engineering понравилась и вам, обязательно загляните в DMTR Pedal Shop и послушайте ее вживую. Выражаю благодарность ребятам за поддержку и предоставление педалей для обзора. Ссылки на страницы с подробным описанием и возможностью заказать Flint и другие педали от Strymon можно найти под видео. А на сегодня на этом все. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях, буду рад ответить. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца, и до новых встреч в кривом эфире. Пока! И Color определяет для внешнего тап-темпа, с помощью которого а вот когда я поменял порядок когда СС поменял, то СС. Послушайте сами послушайте. В очередной раз хочу выразить благодарность всем подписчикам и зрителям за вашу поддержку в виде лайков и комментариев. В одном из последних было пожелание услышать звучание DIG V2 с гитарой на чистом звуке, и я решил подснять и записать несколько таких примеров, вдруг кому-то еще они будут интересны.